Борис занимался фермерством уже не первый год. Начинал с разделывания картошки, чуть не прогорел, никому она оказалась не нужна. Влез в долги, чуть дома родительского не решился. Потом купил 100 бычков, откармливал, а мясо девать никуда, напрямую с ним никто работать не хочет, нет реализации и все. Перекупщики бьют по рукам, снижая цену. Сал Борис и бычков на мясо, только расход оправдал, в минус не ушел, остался по нулям. Свиней разводить и пробовать не стал, там еще сложнее, поросята болеют, умирают. И тут кто-то посоветовал завести барана. Ну и овец, конечно же. Кто не знает, это одно и то же. Не смейтесь, вот Борис, например, не знал. Вернее, просто не думал об этом, а когда столкнулся с этим, открыл для себя самого много нового. Оказывается, овцы вообще сами регулируют численность. Когда их мало, они рожают больше, а когда их много, они рожают меньше. Много чего инверсного он узнал об этих лохматых животных. А что, площадь у него взвалила, построил навес, запустил животных и думать забыл о заботах и проблемах. Только сено на зиму покупает. Борис не беспокоился, всегда покупал рулон готового сена и дело пошло. Баранье мясо пользуется спросом у многих кавказских народов, у мусульман оно тоже. Они не спрашивали справки, документы, просто приезжали с Борисом и выбирали барашка, покупали и уезжали. Переселенцев оттуда было много в наших краях. Живут в съемных квартирах, сами держать барашка или овечку нигде, а тут Борис. Вскоре он стал чуть ли не самым уважаемым человеком среди них. Да еще и рестораны покупали с удовольствием у Бориса баранину. Однажды в дверь к Борису постучалась пожилая женщина, да почти старуха. Пробормотала что-то и ушла, он так и не понял, чего она хотела. Пытался ее окликнуть, узнать, может, помощь нужна, да и перешагнул через порог, когда звал, а старушки и не было. И с той поры у Бориса опять пошли хуже некуда, овцы стали болеть, сено стало портиться. Чего он только не делал. И вот, один из старейшин аксакалов, которые были у него покупателями, сказал Борису: «Порча на тебе лежит, бабка старая, нос с крючком. Не приходила?» «Приходила», — говорит Борис. «А ты домой ее пускал? Она порог переступала?» — спрашивает старый грузин. «Нет, я сам переступал, когда переспросить ее хотел», — сказал Борис. «Это плохо. Ты сам на себя принял то зло, которое она тебе за дверью оставила. Если бы переступил порог утром, то ничего бы не было. С первыми петухами все зло само исчезает. Так что же теперь делать?» — спрашивает Борис. Спросил он чисто из уважения, он сам не верил в это. 21 век на дворе, какие могут быть порчи с глаза. Тебе надо дома домового завести, он будет сам отваживать неприятности. Я вот вижу, что у тебя дома нет хозяина, только надо взять маленького и самому вырастить, и тогда все беду уйдут. А старого не бери, он тебе не поможет, он зачастую сам в помощи нуждается», — сказал старик. «Вот не думал я, что у нас на родине люди верят в такое, думал только у нас у русских, домовые, лешие и кикиморы», — сказал Борис. «А ты не думай, а делай дело. Хранители очага во всех народах есть, хоть у русских, хоть у грузин, хоть у негров в Африке», — сказал старик и ушел. Легко сказать: «Заведи домовых». Это что, котята? Пошел на рынок и прикупил парочку. Борис хоть и не верил в это, но решил попробовать. А тут еще как раз у него овца сбежала, но он и решился. Наверное, надо у бабки какой-нибудь у знахарки спросить, как все это делается. А к сокалам наши традиции как-то роднее, ближе к телу, что ли. Разыскал Борис такую старушку и стал расспрашивать, как ему найти домового, чтобы ее младенца. Бабка свечи зажгла, бормотала и говорит: «Вижу будущее, не пытайся сделать то, что само к тебе идет, что ищешь, то само уже тебя ищет». «А как я узнаю это?» — спрашивает Борис. «Узнаешь что?» Бабка будто проснулась вдруг. «Ну, младенец домовой, как он хоть выглядит?» — спрашивает мужчина. «Ну, как обычный младенец и выглядит, только маленький, сантиметров 20, не больше, и личико у него сморщенное, будто у старика, и бородка у него может быть на гномика похож, только должен быть совсем нагой, если на нем какая-нибудь одежда». «Имеется, значит, он не твой», — сказала старуха. Вернулся Борис домой, кругом голова от всего этого. Рассказал жене, она тоже не поверила. «Дурят нас, все эти знахарки и колдуны, только чтобы денег им заплатили, да побольше». Да в том-то и дело, что никаких денег она с меня не взяла. Прошла неделя, затем другая, в делах и заботах Борис уже позабыл о всех этих домовых, бабках и аксакалов. У него в районе конкурент завелся, богатый, молодой, крепко стоящий на ногах. «Давай, — говорит, — выкуплю твою овчарню, и ты больше не путаешься у меня под ногами», и цену он предлагает фантастически смешную. Даже половина оставшихся у Бориса овец столько не стоит. Так этот молодой парень стал угрожать выкрасть дочку Бориса не в открытую, а намекал, что с дочкой может случиться неприятности. Как с овцой, которая у Бориса сбежала, если тот откажется. Так он и об этом в курсе.
Борис уже и не знал, что и делать, и даже хотел сдаться. «Папа, ты только посмотри, кто к нам вернулся, та сбежавшая овечка пришла и таких смешных куколок принесла», — кричала утром дочка. Было воскресенье, и Борис еще спал. «Ну что там еще такое? Только хотел выспаться», — недовольно сказал он. Когда Борис вышел во двор, то обомлел от увиденного. К нему вернулась та сбежавшая овца, а в ее шерсти он нашел то, что навсегда изменило его жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.